Добрый день! Рада приветствовать вас в нашей кулинарной студии. Сегодня я покажу вам, как я готовлю такое замечательное блюдо, как хачапури по-аджарски. Для этого совсем ничего сложного или каких-то уникальных ингредиентов не нужно. Обычная мука, вода, дрожжи, сыр сулугуни, адыгейский сыр. У меня еще будет, кстати, здесь добавлена моцарелла. Немного сливок, желток для декора и немного масла именно для самого теста. При помощи кухонной машины мы это сделаем очень быстро. Итак, приступим. Первый этап у нас это будет замес теста. Я буду использовать насадку крюк. Она уникальна, потому что, смотрите, она будто бы имитирует руку, особенно когда вращается и тесто замешивается, что нет необходимости самой домесить или вмешиваться в процесс. Сейчас это вам продемонстрируем. Здесь у нас была вода, 280 мл воды, 7 грамм дрожжей, 6 грамм сахара. Буквально вот перед тем, как начинать готовить, там за 5-7 минут просто объедините это, чтобы дрожжи успели раствориться. 280 мл воды, 7 грамм дрожжей. Отправляем в чашу. Ровно 400 грамм муки. Включаем машину. Обратите внимание, когда мы работаем с выпечкой либо с дрожжевым тестом, нет необходимости включать машину на максимальную скорость. Это делается для того, чтобы не расплескать муку. Можно использовать также крышку, но сейчас у меня в этом нет необходимости, потому что я готовлю дрожжевое тесто. Крюк замечательно все будет смешивать. Когда уже формируется уже тесто, можно увеличить скорость до единички, ну, там максимум до второй цифры. Когда у нас тесто объединится, я буквально 2-3 столовые ложки добавлю масла. Тут масло можно добавить по желанию, хотите вы или нет, просто масло усилит вкус теста. Также не забывайте немножко тесто посолить, буквально там щепотку, 3-4 грамма соли добавляйте. Когда тесто соберется в ком, начнет объединяться, буду вводить масло. Когда вы готовите тесто, настройтесь на хорошую волну. Я иногда даже с тестом разговариваю. Когда вы с настроением работаете, у вас и выпечка, и тесто получается намного вкуснее. Тесто у нас замесилось, на это у меня ушло буквально 3-4 минуты. Сейчас тесту нужно дать отдохнуть где-то примерно час. Я вам сейчас покажу небольшой секрет, как можно сделать расстойку теста при помощи кухонной машины. Машину мы выключаем сейчас. Крюк нам больше не понадобится. Тесто у нас замесилось, хорошее, приятное, приятно его трогать. Тесто не должно быть тугим и резиновым. Пожалуйста, не замешивайте его долго, чтобы просто вы превратите его в резиновый ком. Отправляем тесто в чашу. Закрываем машину. Вот здесь нам понадобится крышка. Закрываем. И что мы будем делать? Нам понадобится индукция. Включаю машину на 28 градусов. Устанавливаю таймер на час. Обязательно, когда выбираете температуру либо время, подтвердите, что вы выбрали, иначе просто собьется, не зафиксируйте ничего, будет очень обидно. Вот, я выбираю где-то примерно 56 минут, подтвердила. Теперь у меня машина будет поддерживать температуру 28 градусов. Это идеально для расстойки теста. У меня включен таймер. То есть я в течение 50 минут могу заниматься другими делами. Машина работает. Когда пройдет время, машина выключится, будет звуковой сигнал, и я смогу уже подойти к тесту и начинать с ним работать.
Пока наше тесто растаивается, я расскажу, почему это удобно делать именно в кухонной машине. Потому что вы устанавливаете точную температуру 27, 28, 29 градусов. Крышка препятствует проникновению холодного воздуха. Когда тесто поднимается, очень важный момент, чтобы не поступал холодный воздух или сквозняк. Дома создать такие идеальные условия для расстойки теста очень сложно. Либо вам нужен дорогостоящий дополнительный аппарат, который будет вам делать расстойку теста. В кухонной машине это уже заложено. Это очень удобно. Используйте кухонную машину для расстойки теста. Это идеальные условия. Создать их в комнате или в квартире будет проблематично. Кто-то открыл форточку, открыл дверь или появился сквозняк, тесто опадает. При помощи кухонной машины эти негативные условия можно избежать. Вы точно задаете температуру, закрываете крышку, устанавливаете таймер, и тесто отдыхает до тех пор, пока вам будет это необходимо. Покупать отдельные гаджеты для расстойки теста, во-первых, они объемные, они дорогостоящие. Используйте кухонную машину. Тесто расстоялось. Теперь нам нужно приступить к начинке. Для начинки я буду использовать несколько видов сыров. Адыгейский, сулугуни, еще добавлю моцареллу. Вы по желанию можете использовать либо один, либо два вида сыра. Все зависит от ваших предпочтений и вкуса. Теперь я хочу объединить три вида сыра, используя насадку для мягких смесей. Также попутно, смотрите, по желанию вы можете посолить, либо нет. Сыры разного производства, разное количество соли, по желанию. Я чуть-чуть соли все-таки добавила. Также попутно я буду смешивать и смотреть, если нужно будет, я буду добавлять там буквально пару ложечек сливок. Я, пожалуй, все-таки добавлю немного сливок. Мы должны получить такую плотную, густую, однообразную смесь. Не должно быть вот растекаться, жидкости много не добавляйте, не увлекайтесь. Все, вот мне нравится, что мы получили. На этом я, пожалуй, остановлюсь. Тесто у нас готово. Я тесто разделю. Здесь как раз получится 2 средних хачапури. По желанию вы можете сделать 4 маленькие, либо одну большую. Так вот разрежу. Тесто нежное, мягкое. Теперь я скалкой начну работать. Сильно скалкой не давим. Можно вот придать форму руками. Есть шефы, которые вообще скалку не используют, когда формируют хачапури. Я все-таки вот слегка с скалочкой поработаю. Не давим, чтобы вот эти воздушные пузырьки вот не сдавливать. Еще руками помогу себе. С тестом приятно прям контактировать.
к кухонной машине можно подобрать большой ассортимент разных насадок. Очень часто задают вопрос, можно ли при помощи насадки раскатки теста раскатать вот именно дрожжевое тесто. Скажу, что нет, так как вы как раз вот эту воздушность уберете. Раскатка для теста, она все-таки годится больше для пасты, для лазаньи, для раскатки равиоли. Но что касается именно для выпечки, именно дрожжевой, я вам не рекомендую ее использовать. Почему я формирую таким образом? Я хочу, чтобы бортики нашей лодочки хачапури тоже содержали начинку. И формируем вот таким образом, сворачиваем. Начинку можно не жалеть, не скупитесь на начинку. Такая добротная получается. Слегка формируем лодку. Кто-то делает вот эти края большими, они делаются для того, чтобы ты отломал и в начинку отправил. Я не буду делать такими большими. Вот. Раскрываем. Вот таким образом у нас получилась лодочка. С этим тестом делаем то же самое. Теперь аккуратно переносим на противень. Две прекрасные лодочки у нас получились. Обратите внимание, что я перевернула противень. Это делается для того, чтобы просто было удобнее доставать готовые изделия. Лодочки уже на бумаге присыплены слегка мукой. Настало время делать самое вкусное, начинять их. Начинки не жалеем. Сейчас я распределю. Пока я вот формировала лодочки, я включила духовку на 230 градусов, вверх-вниз, без конвекции. Мне конвекция не нужна. Эта лодочка побольше, здесь побольше начинки необходимо. Аккуратно распределяем. С начинкой тоже старайтесь не переборщить, чтобы начинка не вытекала при выпечке. Перед тем, как отправить хачапури в духовку, смазываю края. И потом, смотрите, приготовьте себе обязательно кусочек сливочного масла. Когда хачапури уже будет готово и нужно будет добавлять желток, края в этот период тоже смазываете сливочным маслом. Это делается для того, чтобы края не были очень жесткими и твердыми. Вот я не жалею, смазываю обильно. Ну вот, теперь осталась малая часть. Отправить в духовку буквально где-то на 10-15 минут. Если у вас хачапури большего размера, то следите, чуть-чуть дольше тогда нужно будет выпекать. Духовка у нас прогрелась, 230 градусов. Отправляем в хачапури буквально на 10-13 минут. Вытащили хачапури, быстро смазываем края сливочным маслом. Помните, для чего это делать? Чтобы тесто было мягким, не было жестким. Масло не помешает. Теперь делаем вороночку для желтка. Желток отправляем. Буквально на 1 минутку возвращаем духовку обратно. Хачапури готовы. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго!